mischievous, and for some reason very horny thief. Hey, look at that, we're finally at the start of the game. It only took like 20. Чилим мы с подружками дома, как всегда. Открываю приложуху код Apple Wow. Если ты вдруг не скачал, но качать пора. 20 minutes. After all the mind control shenanigans, Good Broad is starting to go a little cuckoo for Kuja Pops. So Ну нет, это как бы, значит, женская жизнь не зря идет, если у них, видишь, успех, если они там, ну то есть, ну я не понимаю этого, понимаешь? Да. То есть это на выданье, значит. Ну как бы, а как это интерпретировать? Если женщина одевается вызывающе, правильно? То есть она, значит, да, она хочет, ну как бы, чтобы ее осеменяли, типа, или взяли на содержание, или, ну короче, да. Ну кто вызывающе одевается, они не, ну или семью она хочет, так семью что ли захотят? Я не знаю, вам виднее. Вроде так не принято обычно. Скорее всего, она успеха хочет какого-то мужского, да, чтобы, как бы, ну, да, типа, применить свои чары и делать success в бизнесе где-нибудь, или каких-то, или на работе. Наоборот. Ну, а как это? Она себе так говорит, что наоборот. Ну, нет, я не знаю, вам виднее. То есть, как бы, они же, как бы, понимают, что делают-то, как бы, ну, чувствуют, или как их там, да. То есть, видишь, как бы, ну, да, понимает он тебя. Но это тоже давно известно, что если ты мужик, если ты, как тебе сказать-то, мужская опытный, говорит, ну что здесь опытный, то есть ты не будешь вмешиваться, то есть как бы ты настолько вмешиваешься, то есть, да, понимает, он про себя думает, так, да, он тебе про себя и думает, так, да, наоборот, ну он просто, ну вот это он, ну да, ну то есть так получается, что ли, или что? Да, понял просто, да. Но это никак иначе интерпретировать-то нельзя, понимаете? Вот, да. На канал понимателя. Ладно, хорошо, другой тогда момент. Если у нее есть жених, и она вот так вот она выглядит. Ну хорошо, ладно. А, жених тогда плохо, или наоборот, я что-то не понимаю тогда. Меня это все не волнует, диагноз только не надо понимать, если надо. Наоборот, да нет, а вот это что? Ну, можно так сказать, если они хотят забеременеть, они хотят быть беременными. Все остальное просто выучено просто, уроки вам нет. То есть она, ну хорошо, она хочет любви, хочет чего? Она хочет, чтобы, да, понимает. То есть я только что уже тебе это сказал. Не, я не буду. Нахера ты что, смеешься надо мной, что ли? Ну, то есть, да, понимает об этом. У меня лишней жизни нету, чтобы за каждым, извини за выражение, да. Они на это и рассчитывают, видимо, чтобы, да, понимаешь. И потом из конкурентной среды выбрать себе жениха, типа того. Да, типа того. То есть как бы, как кобели. То есть, да, понимаешь. То есть и так, таким образом они находят себе счастье и место в жизни, или что? В жизни они находятся в жизни. Ну, чтобы вот как у кобеля был выбор. Понимаешь? Ну, я понимаю. Чтобы решиться надо. Это тебя страх кидает, ходить голожопой перед гопниками, а перед женихами. Что-то он какой-то не очень какой-то, да, понимает. Не совсем какой-то правильный страх, мне кажется. Понимаешь, жених это хотя бы тот, кто, как тебе сказать, что, кто уже обручальное кольцо тебе подарил там и так далее. И то это не муж еще, понимаешь? До первой брачной ночи. И жених вряд ли будет рад, если ты так будешь одеваться нормально. То есть мужики не радуются, когда женщины так одеваются, если ты не знаешь про это. Да, в принципе, даже чужие тоже. Вот мне это не очень нравится. То есть зачем они так делают? Да, понимаешь? Как бы, ну да. Наверное, может, их тоже судить надо, как это, по американским законам. Отвлекает от работы, например, да, влечет наоборот, понимает.
Это тоже так, кстати, да. Ну да, поняла тебя. Логика у вас, логика, понимаете. Ну хорошо, это даже не важно. То есть сейчас не будем это. Что ты будешь ждать, когда это все там через 1000 лет, когда оно стабилизируется, еще не важно, я поняла тебя просто, да. Я поняла тебя. Да. Да. Ну, вещь надо предупреждать надо. Дальнозоркий просто. So in order to keep Garnet and her crystal shard safe, the region of Limblum hires Zidane and his band of thieves to kidnap her and bring her back to Limblum. Zidane sneaks into the castle and meets Garnet, who conveniently enough was already running away, so the two agree to a good old wholesome kidnapping. They're chased around the castle by Steiner, an Alexandrian general who is the biggest Queen Bronze in the kingdom. And on the way back to his airship, they also bump into Vivi, who's just kind of there to see the play, but ends up getting caught up in all the hubbub. Wacky hijinks ensue, and the four end up getting blasted out into the continent. Just like that, we've got our 4 party members stuck out in the open and forced to А общество не будет покупать такое, где у тебя будут все женщины одеты. Понимаешь? То есть это будет не тот товар, который надо. Я не специалист в этом большой. Да, то есть, как бы, да, то есть, я не знаю, я не продаю игры там какие-нибудь или еще что-то, потому что те, кто продают, они знают, если ты персонажа будешь не сексуальным делать, как бы, или как бы, ты, ну, вот, как бы, женского, да, то есть, да, то есть, как бы, без намеков на этих штучек, понимаю, да, то игры не будут у тебя расходиться, как бы, да. Ну, кстати, да, это тут тоже частично так, только, да. Ну, наверное, да, то есть, хорошо, красивость, она в чем выражается? Умиленыш, милость какая-то, умиленыш, как бы, типа того, да. Ну, хорошо, ты всех сделаешь умиленышами, там нужно обязательно что-нибудь такое, здесь он понимает. Ну, наверное, ну, не знаю, ну, не принято так. Раньше, когда, да, понимаете, никто в платьях там не будет все сидеть, потому что чтобы все персонажи такие были, как бы, да. Ну, это, наверное, так, просто норма нашего мира, наверное, да, то есть, наверное, типа того, не знаю, что-то сложно все говорится. Не то уже, не то, да. Нет, это не, я не про это, я про то, что ты деньгами за это не отвечаешь. То есть смотри, если ты их всех оденешь как бы в средневековое платье и делаешь, то есть как бы, ну это уже другая будет, другой жанр тогда, да, понимаю, я думаю, что так, да. Понимаю, да. Ну, да, это тоже ты так думаешь, да? Ну, наверное, хорошо, кстати, интересно, да. To go get help from Limblum to stop Vivi. Steiner wants to return the princess to Alexandria. Vivi wants to explore the world, and Zidane wants to touch Garnet's butt. Ultimately, they decide to follow Garnet to Limblum, and along the way they stop in a seemingly quiet village of Dali to search for an airship. The villagers kidnap Vivi and bring her to an underground factory where they see the black mages being created from mist. The party searches the town and eventually find them, but after seeing clones of himself being made on an assembly line, he begins to wonder if he truly isn't human after all. Back on the surface, they steal an Alexandrian airship and land in Limblum. Garnet meets with the regent, Sid the Ninth. Get it? Because this is Final Fantasy IX, there's just Sid in every game? Who's now a weird bug thing because his mage wife caught him cheating. Instead of immediately mobilizing an army to stop Alexandria, Sid forces everyone to participate in his completely nonsensical hunting festival, which involves releasing a bunch of wild animals into the streets and endangering all the defenseless citizens of his kingdom. Hey, I'm beginning to see why his wife left him. So Zidane and Vivi enter the tournament, fight a walrus horse, and return to Sid only to learn that nearby city of Bermesia is being invaded by black mages. Zidane agrees to help, but tells Garnet to stay back so that she doesn't get hurt. Ну, я думаю, что это просто своя wastes their food sleeping, ну, как бы, knocking the entire party out besides Steiner. Нет, да не в этом дело, это все понятно, да, понимаю это все. Ну вот это, да, все, ну так ты так и говори тогда, ну это должно как-то объяснять как-то, а что такая, типа вот это она имеет в виду, ну и что дальше, понимаете, все, да. Наоборот, да. Ну да, это вот это было самое, да. Интересно. Да. Наверное. Да. Не понимаешь, что ли? Понимаешь? Ну да. Ну народу, да. То есть все про это молчат. Ну да, вот она говорит, народу, да.
Вот это и есть. Так это неправильный страх, что за страх такой? Она тебя понимает. Да. Ну какой-то, да, ну, While the party is unconscious, Garnet and Steiner travel back to Alexandria to try to convince the queen to maybe not commit genocide of an entire population. It goes about as well as expected. Hey, did you guys see her blue skin? I think she might be beyond reasoning. After waking up from their drug-induced nap, Vivi and Zidane travel to Vermisia with their new rat friend Freya as a guide. This is right about the point of the story where it turns from fantasy fun time to Genocide Simulator 2000. When the three arrive, they find the Vermisians getting slaughtered left and right by Black, the Genocide Simulator and Freya as a guide. This is right about the point of the story where it turns from fantasy fun time to Genocide Simulator 2000. When the three arrive, they find the Vermisians getting slaughtered left and right by Black mages. And even worse, everyone's being really mean to Vivi just because he looks exactly similar to the people destroying the city. Making their way past the Black mages and stepping over a few rat bodies, they find Braun talking with one of her generals, Beatrix, and Kuja, who's just kind of in the back spouting confusing metaphors. Oh yeah, just like everyone else we've met so far, Zidane has a case of the convenient plot amnesia, so he doesn't remember anything about Kuja or the fact that he's supposed to be like an angel of death or whatever. Our heroes eavesdrop and overhear their plans to attack the neighboring city of Clara, where they suspect one of the crystal shards is being held. But before they can leave, a Vermisian soldier challenges Beatrix to a fight, and the party is forced to jump in and protect them. They lose. Bad. And when I say bad, I mean like scripted loss bad. Kuja does a cool hair flip and flies off the Clara on his dragon that he just has now, I guess. Meanwhile, back in Alexandria, Steiner is still locked in prison and Garnet is having that Dolan sucked out of her by some Kefka cosplayers. So all in all, not really the best day for our protagonists. Zidane, Vivi, and Freya pick their shattered egos off the ground and head to Clara to try to stop the incoming invasion. They warn the Vermisians and Freya joins them in doing a ritual dance that does absolutely nothing. Just then, Beatrix crashes through the window and nabs the summoning shard and casually walks out the door. They try to stop her, but once again get their asses clapped. She escapes to a nearby airship where Braun is waiting with the new Eidolon powers that she sucked out of Garnet. Despite both Vermisian cities being in shambles and their summoning shard being stolen, which might I remind you was the whole reason they attacked the city in the first place, Braun says screw it and summons a giant horse nuke, wiping the entire kingdom off the face of the planet. Even the super loyal Beatrix thinks it was completely unnecessary and understandably starts to question the Queen's sanity. Using some Black Mage teleporters, the party is able to get back to Alexandria before Braun and her fleet arrive. They reunite with Steiner and find Garnet passed out in the ritual chambers. After curb stomping some clowns, they bring Garnet upstairs where Braun and Beatrix are waiting for them. Once again, they fight Beatrix, and this time are finally able to defeat now just playing Newly's game. But after seeing the princess all dead and stuff, she finally accepts that the Queen is totally insane and turns sides against Alexandria. Freya joins her as the two hold off the incoming wave of monsters while the rest escape. In a rare change of heart, Steiner entrusts the princess to Zidane and opts to stay behind and fend off the Alexandrian troops, who are all wearing one pieces because Japan. The rest of the party take a mole cricket ride out of the kingdom and arrive in the forest near Limblum. Garnet is visited by an Eidolon who gives her back her summoner powers in exchange for reading his fanfiction. Just as things are starting to calm down, surprise! Braun is back and she's ready to nuke more towns with her Eidolons. After nearly half of Limblum gets swallowed up by a giant Atmos summon, the party decides that it might be easier to stop Kuja first, since he's the one creating black mages from the mist, and even if they did kill Braun, Kuja would probably just find another world leader to manipulate. Sid informs them that the mist is rumored to be created on the outer continent, but to get there they have to pass through an underground tunnel that's located in Quay's Marsh. It's here that they meet a local named Quina, who is pretty much the Jar Jar Binks of Final Fantasy IX. He, likes eating. That's his character. Quina chases around a frog and unintentionally finds the entrance to the underground tunnel. Making their way through the cave, they arrive in the settlement of Conde Petty, a town full of dwarves who all speak in thick Scottish accents. Actually, that's every dwarf ever. Never mind. Zidane spots a black mage buying groceries in town, and they chase it through a nearby forest. On the other side, the party is shocked to find themselves in a village full of sentient black mages, all like Vivi, who defected from the Alexandrian army and wish to live in peace. Vivi has a heart-to-heart with the village leader and learns that black mages are created only to have around a year lifespan until they eventually shut down, because apparently he needed even more existential dread to worry about. The next morning, Garnet hears from the villagers that the source of the mist is coming from the nearby Eva tree. But to gain access to the tree, the dwarves require that you be married. Zidane and Garnet go through with the marriage ritual, and yes, so do Vivi and Quina. While it's completely optional, how could you not? On the path to the Eva tree, they run into Eiko, who, despite only being 6 years old, can already summon Eidolons, and is ready and willing to go on a perilous journey to save humanity with a bunch of strangers that she just met. Which I know is pretty much standard for RPG characters, but let me remind you, she's 6. When I was 6, I was eating glue and watching SpongeBob, but I also couldn't summon Bahuma in my living room, so maybe that changes people. Eiko takes them to the Eva tree, where they destroy a second, smaller tree at the bottom, which stops the mist from being spread across the continent.
meaning no more black mages, and also everyone who's flying in a mispowered airship at the time is probably dead. With the mist stopped and the world saved, the party returns to Main Sorry and live happily ever after. Oh fuck, is that early 2000s alt-rock I hear? Yeah, you thought you can get through a Final Fantasy game without an edgelord joining the party? Nah, Amaranth's here and he's ready to kidnap children and steal crystals, I guess. I mean, he does neither. He sucks. But he does join the party. Yeah, just get on the bench over there, please. The crew travels back to the Eva tree and waits for Kuja to show up and advance the plot. Right on cue, he begins his routine monologue, but is thankfully stopped when Braun shows up with the entire Alexandrian fleet. She summons Bahamut and tries to kill Kuja because, reasons, and the two have an epic dragon showdown until Garland flies in and mind controls Bahamut. How can it do that? I don't know. Alien technology, I guess. Bahamut turns on Braun, okay, that didn't sound good, and destroys the entire Alexandrian fleet, bringing her down with it. As she takes her last breath, her mind is finally freed from insanity, and she entrusts the kingdom of Alexandria to her daughter. Garnet takes the throne as the new queen, and everyone is happy for her except for Zidane, who's all, "No, you're so sexy, don't leave the party, oh." However, because this is Final Fantasy IX, and 5 seconds can't go by without a kingdom being destroyed, Kuja shows up in Alexandria and begins blowing everything up with Bahamut. In order to protect the city, Aiko and Garnet combine all 4 of the crystal shards and summon Alexander, which, I shit you not, is the entire goddamn castle. I don't know how they got away with hiding that. Видишь, Anyway. дети даже про это не знают, они даже не думают про это. Это значит, еще появится. То есть секси это значит размножение вызовет, да, всего лишь нас. Да, то есть, ну и что дальше? Делать да, понимаешь, она тебя, да. Торгует собой, говорит. Ну нет, да. Страшно, потому что же, конечно. Ну и что вы мне рассказываете? Да. Ну, с собой торговать не торгуешься, понимаешь? Ну да, понимаешь, мы такие, да. Я просто понял уже, да. И это хорошо, потому что если бы мы такими не были, то есть вообще бы ничего не было тогда. Никто бы ни на севере не жил, даже самый супер. То есть эволюция бы просто не существовала, понимаешь? И познание тоже как, ну то есть познание тоже. Я про эволюцию говорю, потому что, понимаешь, да. Ну, понимаешь, наверное, да. Не стоит на месте. Еще раз говорю, выживание. Мужская тема это выживание. Да. Путем тренировки и знания, да. И не смирение на самом деле. И желание жить. Жить хочу жить. А, ты хочешь жить просто вот, типа это. Но это как бы нонсенс, хочу жить и иду кого-то убивать. Ты как бы определись, что ты хочешь, как бы да. Лучше, а что такое лучше? Я тоже хочу, всех хотят лучше. А что такое лучше? Хочу быть умнее всех. Самым сильным. Нет, это динозавр тогда, значит. Да, самым умным, типа того. Как это докажешь? Может, да, сколько угодно. Понимаете, просто. Что такое мужество? Что такое мужество? Гопник какой-то, да? Да, понимаете? Ну, да, понимаете? Ну да. Ну да. Ну не до конца, значит, или как? Ну что вам нравится? Нравится такое выражение? До конца, да, я понимаю. То есть, да. Ну вот это и было сам. Ну хорошо, до конца. Тебе так думать нет. Ну вот получается, что мужество это, ну это просто даже, вот я тебе тупо скажу, но ты не поймешь этого. Эволюционно, понимаешь? То есть эволюционно это значит внутри себя, то есть на ментальном уровне, кора головного мозга, понимаешь? Не мускулатура, не мышцы, да, понятно, ну, да. И не движения даже физические. Но оно как бы, ну это, ну понимаешь, это то же самое же говорят себе, да. Вот я тебе про это и говорю. Да. То есть это можно вообще очень много, следовательно говоря, ну это он же так говорит, да. Ладно, это понятно. Ну не надо, смеешься расставать. Да. Просто там, да.
Но все вынуждены, даже монахи, которые там что-то там говорили, они все, и все вынуждены с этим считаться, потому что это реальность такая. Да. Как бы ты как бы не захотел уюлить как-то так вот. Но все равно, да. Ближе к реальности будешь, дальше пойдешь, как говорится, согласен? Ух ты, вот. Да, да, да. Более будешь успешным, более мужланом будешь. Вот, ну, это, ну да. Ну вы по-своему понимаете просто, да. Ой. Ну вот это он имеет в виду, да. У тебя реальность животного образца. Не до конца, значит, животного образца. Значит, смотри, глубже иди. То есть, как бы, то есть, не то, что, ну, хорошо, глубже. То есть, да, да, да. Смотри, на уровне животного ты животное, обладающее интеллектом, очень настолько социализирован, что ты сам ничего не можешь сделать буквально, понимаешь? Тебе надо очень, да, я понимаю. Да, понял тебя просто. Да, благодаря чему и так далее. То есть, ересь. Какая еще ересь? Он себя так говорит, да. Он так думает просто. Да, да, да. Не знаю, вот думаю теперь сам, да. А ты сам-то чего хочешь? Ты, наверное, не хочешь просто вот, вот так вот. Просто, да, понимаешь. Просто ты сдался, наверное, давно, просто отказал себе в чем-то, да, да. Да. Типа того, да. Да. В несмирении в каком-то, в полете, да, у тебя одно только момент, понимаешь, да, понимаешь, да. Нет, что-то я идеальный, что ты, я просто, да. Ну как, в движении, не в движении, что ты как бы перемещаешься в пространстве, да, да, понимаешь, да. Это слабый вид движения. То есть, когда ты обезьяна, которой надо двигаться, она просто так не будет двигаться. И да, понимаешь, ты не заставишь это. А когда ты человек, у тебя уже другие уровни, понимаешь, да. Понимаешь. Ну ладно. Так это хорошо, это значит всем хорошо. Нет, наоборот, всем плохо. Вот это она имеет в виду. Ну понятно. Ну да, да. Нет, наоборот. Да, наши деньги не чего вы все пристали к своему черту? Да. Ну наоборот. Да, да, да. На содержании, понимаешь? Да. Вот всю жизнь прожить на содержании. Это вот представь себе, это мужская или женская тема, да, понимаешь? Это хорошо у мужчин, а женщине быть самостоятельной, быть самой деньги зарабатывать, там пробивать и вообще быть, может там какой-то, да, понимаешь? Да. Видишь, как все печально, плотно уже село. Наоборот, ничего себе будет сумасшедший вообще. Нет, нормально, в смысле. Ну, наверное, в нормальном виде, нормальном, я имею в виду, в нормальном виде, чтобы был какой-то толк, но вот он на себе так и наоборот, потому что. Ну да. Ну наоборот, так, да. А вы серьезно? Ты серьезно? Она про себя так думает просто, да. А если забеременела? А если родил вдруг? Да. Отвлекать надо, да, понимаю. Да. А семью на кого тогда? На отца оставишь, уж семейство, да. Пусть нянчит. Ну, на содержание что-то. Вот он так говорил. Ты, нет, ну вот он это имеет в виду, да. Ну ладно. Наоборот, нет, это... А зачем это говорить-то? Они о себе так думают, потому что это наоборот, да. Наоборот, да. Ты просто понял, что... Ну нет, ну вот это и есть на самом деле никто не знает, что это.
Да, вообще просто, да, да, ну, наоборот, да. Ну, да, да, да. Ну, да, понимаешь. Ну, то есть, реальность это что у тебя женское тело, например, если ты женщина, или мужское тело, если ты мужчина. То есть, и тут, ну, просто уже до дебильности довести, чтобы, уж как бы, да, вот она реальность. Да, понимаешь. Оттуда и пришли, как бы, да, понимаешь. Да. Ну, наоборот, потому что, да. Да. Ну, понимаешь, да. Немногие выживают, говорит, меня не касается. Наверное, все, да, да. Да, да, да. Красиво, да, понимаешь. Судьбоносный, да, прям, судьбоносный. Да. Ну нет. А что может быть более женственно? Нет? Опять вам надо. Что тебе надо? Как ты будешь еще изгиляться, чтобы детей не рожать, если ты женщина? Расскажи мне. Что ты еще понимаешь? Ну она про себя так говорит, да. Ну да, ну я просто шучу, да. На себя-то посмотри, говорит, я просто так шучу. Нет, меня это не волнует. Я просто это, я в это не верю, понимаешь? Просто, да. Жена понимает себя, да. Да, вот и все. Это больше ничего нету. Что там все может быть-то? Она поняла. Она поняла просто себя, да. Все остальное это злое извращение, понимаешь? Злые козни добра, да, понимаешь? Неадекватные, которых не существует даже на самом деле. Поняла она тебя просто, да. Лучше ничего не бывает, это точно, да, понимаю. Но помнишь, значит, понимаю. Ладно, понимаю. Так вот он про это и говорил, наоборот, да. Да. Ну да, ну хорошо. Ладно. Only the party. Oh.